Привет, ребята! Это Наташа. Сегодняшняя тема для продвинутых студентов. Мы поговорим о причастиях. Эта тема для продвинутых, потому что перед тем, как учить причастие, стоит хорошенько разобраться в глаголах и прилагательных, потому что причастие – это глагол и прилагательное в одном. Причастие, как и глаголы, могут быть совершенного и несовершенного вида, а также они изменяются по временам, имеют формы настоящего и прошедшего времени. Формы будущего времени причастия не имеют. А еще причастия, как и прилагательные, изменяются по числам, родам и падежам. В русском языке есть действительные или активные причастия и страдательные или пассивные причастия. Действительные причастия обозначают признак того предмета, который сам производит действие, а страдательные причастия обозначают признак того предмета, который испытывает действие со стороны другого предмета. Как легче запомнить? Действительные от слова «действовать», а страдательные от слова «страдать». Так что действительные причастия действуют сами, а страдательные причастия страдают от действий кого-то или чего-то другого. Сегодня я объясню вам, как формируются действительные причастия настоящего времени и приведу вам несколько примеров с такими причастиями. Давайте начнем. Для того, чтобы сделать действительное причастие настоящего времени, нам понадобится глагол несовершенного вида, суффикс «ущ», «ющ», «ащ» или «ящ» и окончание прилагательного. Все в один котел, и у нас получится причастие. Давайте возьмем глагол «читать». Например, «мальчик, который читает». Сейчас мы скажем то же самое, но с причастием. Для начала нам нужно выяснить, узнать, как звучит глагол «читать» в настоящем времени в третьем лице множественного числа. То есть они что делают? Читают. Видите, у нас перед буквой «т» на конце буковка «ю». Значит, что нам нужен суффикс «ющ». А окончания? У причастий такие же окончания, как и у прилагательных. И мальчик – это существительное мужского рода. Смотрим в табличку и видим, что прилагательные мужского рода могут иметь окончание «и» или «ы». Но у нас суффикс «ющ» на конце «ща». И это значит, что мы не можем использовать окончание «ы», потому что после «ща» никогда не пишется буква «ы». Потому мы берем «и». Мальчик, который читает, читающий мальчик. Мы можем поставить причастие после существительного. Смотрите, мальчик, читающий книгу, сидит под деревом. Давайте сейчас сделаем причастие от глагола «сидеть». Они что делают? Сидят. Значит, суффикс «ящ». Сидящий. Мальчик, сидящий под деревом, читает книгу. Или сидящий под деревом мальчик читает книгу. Другой пример. Девочка, которая пишет письмо другу, учится в этой школе. Давайте заменим слова «которая пишет» на причастие. Они что делают? Пишут. Видите, на конце перед буквой «т» у нас буква «у», значит, нам нужен суффикс «ущ». А окончание? Девочка – это существительное женского рода. Опять же, смотрим в табличку с окончаниями прилагательных, и там видим, что возможны два варианта. Окончание «а-я» или «я-я». Но опять же, у нас суффикс «ущ» на конце «ща», и после «ща» никогда не пишется буква «я». Значит, правильное окончание «а-я». Девочка, пишущая письмо другу, учится в этой школе. Если мы имеем дело с возвратным глаголом,
то ся остается на конце слова. Например, возьмем предложение «Девочка, которая учится в этой школе, пишет письмо другу». И заменим «которая учится» на причастие. Они что делают? Учатся. Да, у нас перед «т» буква «а». Значит, нам нужен суффикс «ащ». С окончанием мы уже разобрались. Будет «а-я». Значит, девочка, учащаяся в этой школе, пишет письмо другу. Ну, еще один пример со средним родом. Солнце, которое светится. Они что делают? Светятся. Перед «т» у нас буква «я», а это значит, что нам нужен суффикс «ящ». Ну, а с окончанием, опять же, смотрим в табличку и видим, что у прилагательных среднего рода могут быть два окончания – «ое» или «ее». Но в русских словах, в неударяемых слогах после «ща» никогда не пишется буква «о». А это значит, что правильное окончание – «ее». Итак, солнце, которое светится, это светящееся солнце. Я хотела привести вам больше примеров, но сегодня я уже не успею этого сделать, потому обещаю сделать отдельное видео с примерами. Ну а на сегодня это все, ребята. Спасибо, что смотрели, и до скорой встречи. Пока!